Всем привет, с вами снова Алина, и давно на моем канале не было видео, где мы просто с вами болтаем. Каюсь, я как-то запустила тематику своего канала, буду исправляться, поэтому если у вас есть какие-то пожелания, можете оставлять их в комментариях. Сегодня я поговорю о теме, о которой вы уже догадались, потому что я в названии видео ее указала. Я не так давно вернулась с Миланской недели моды, и это моя вторая неделя моды, и очень-очень много вопросов я получаю в директ и на ютубе, чтобы я подробнее рассказала про эту тему. У меня на канале обязательно выйдет влог, я его уже начала монтировать, и, если честно, я надеюсь, что он получится такой же интересный, как тот, который я выпустила в феврале. Я на него, кстати, ссылку оставлю в описании. В общем, сегодня я отвечу на самые популярные вопросы по поводу недели моды, как туда попасть, сколько это стоит, что не договаривают блогеры, где они преувеличивают, и вообще постараюсь охватить максимально такой большой пласт вопросов. В общем, давайте приступим, и я тут подготовила себе уже списочек вопросов на основании того, что я получала в директ. И, конечно же, первый вопрос: как, собственно, я попала на неделю моды? Я сразу скажу, что все блогеры попадают на неделю моды по-разному. Я попала довольно просто. Дело в том, что еще в феврале был один бренд итальянский, который хотел со мной работать. Но, как правило, бренды не работают напрямую с блогерами, потому что у них и так много всяких проблем, и они это, как правило, делегируют каким-то компаниям, пиар-агентствам. И так на меня вышло пиар-агентство, то есть бренд итальянский хотел со мной работать. И после того, как мы обсудили один проект, это агентство сказало, что вот, а у нас есть еще другие клиенты, и вообще скоро неделя моды, вы не хотите приехать, потому что вам будут предоставлены довольно хорошие места. Ну, как бы мне сразу сказали, что у меня будут места в первом ряду на всех показах, и я не могла просто отказаться от такой возможности. То есть я могла, потому что я еще тот любитель посомневаться, но я вообще ни о чем не жалею, что я согласилась. Это открыло дорогу ко многим проектам, ко многим интересным работам, поэтому если вы задаете вопросом, как попасть на неделю моды, то это, как правило, делается не напрямую через бренды, а через специальные пиар-агентства. Либо, да, бывает такой вариант, что можно напрямую через бренд попасть, но это, конечно, скорее исключение, потому что у бренда и так много головняка, чтобы еще там напрямую с вами какие-то вопросы решать, поэтому либо находите агента, какого-то конкретного менеджера, либо просто через агентство. Это, опять же, если мы говорим о том, что вы блогер. Второй вариант: а как попасть на неделю моды, если ты не блогер, либо если ты там не рассказываешь про моду, не рассказываешь про тренды. Какие варианты в таком случае человеку попасть? Извините, что я все время поправляю свои волосы, они как-то живут своей жизнью. В общем, если мы говорим о втором варианте, как попасть на неделю моды, если ты не блогер, могу рассказать на примере своей подруги, потому что на вторую неделю моды, которая была недавно, я поехала как раз со своей подругой, и она была у меня, не то чтобы в роли ассистента, мы вместе классно проводили время, но она действительно мне очень помогала, и скорее какую-то функцию ассистента она все-таки выполняла, за что ей огромное-огромное спасибо. Ее, кстати, будет очень много в моем влоге. И самый простой вариант, если вы прям мечтаете, грезите о том, чтобы попасть на неделю моды, вы просто можете написать напрямую блогеру, который уже ездил на неделю моды, который, например, собирается на них поехать. Так и напишите: я хочу быть твоим ассистентом, я хочу попасть на неделю моды, что мне для этого нужно. Как правило, поверьте, блогер не откажется от помощи, потому что неделя моды — это такое событие, на котором без ассистента очень-очень тяжело. Я об этом в первом влоге как раз и рассказывала, что между показами вот эти переодевания, перемещения, тайминг, ты вечно куда-то опаздываешь, ты вечно там что-то забываешь. Очень тяжело справиться без ассистента, и я думаю, любой блогер будет рад, если вы там сами предложите помощь и предложите там помощь хотя бы в качестве ассистента. Это классно. Второй вариант: вы можете поехать как фотограф, фотографировать стрит-стайл. Можете также поехать с блогером, потому что многие блогеры возят своих фотографов, что, кстати, тоже очень удобно. У тебя в любом случае будут классные фотографии в твоих луках, ни один лук не останется не сфотографированным. Можете написать либо блогерам, либо просто стать фотографом стрит-стайла. Для этого ничего сложного не нужно. Я там дальше по этой теме буду еще говорить. Еще вариант, если вы байер. Байеры, конечно, попадают на неделю моды просто ввиду своей профессии. Это люди, которые закупают определенную часть коллекции, они
как правило, не закупают всю коллекцию, потому что, ну, для этого и создан человек, который должен понимать, что конкретному бутику, конкретному рынку подойдет. И такие люди, собственно, как раз-таки в первую очередь те, для кого и создаются показы. Ну, будем честны, для них это в первую очередь как раз-таки и делается. Второй вариант, либо если вы работаете в каком-то глянцевом журнале, но на топовые показы чаще всего, ну, 99,9%, что позовут главного редактора. Поэтому еще вариант, если вы главный редактор классного журнала, то там, конечно, вам все двери открыты. Также можно поехать как стилист, либо с блогером, либо там просто с какой-то там, ну не то чтобы знаменитостью, тоже с инфлюенсером, либо договориться с брендами. Визажисты тоже могут попасть на неделю моды, вы высылаете там свои портфолио, но для этого заранее нужно мониторить рынок, потому что показов очень много, и, соответственно, нужно очень много делать красивых макияжей, что тоже актуально. В общем, если вы мечтаете попасть на неделю моды как человек, который в будущем хочет работать в модной индустрии, это не так сложно, как принято считать, что это что-то невероятное, на показы нужно покупать билеты. Нет, как правило, вообще билеты на показы, они не продаются, они раздаются тем людям, которые как раз-таки и работают в модной индустрии. И всегда есть вариант попасть в +1, потому что я там была со своим фотографом, ну то есть это девочка, которая живет в Милане, и мы познакомились еще в прошлую неделю моды, и мы вместе ходили на показы, потому что, ну, у меня практически везде было +1, просто не всегда у нее была возможность тоже сидеть на первом ряду, но в любом случае она проходила на показ, делала фотографии, делала контент, и, видите, в этом нет ничего сложного, главное знать, в какую дверь постучать. Также популярный вопрос, сколько нам за это платят, ну, то есть блогерам, за то, что мы там ходим по показам. Ой, если какой-то блогер, ну, 99,9, опять же, процентов блогеров будут говорить вам о том, что им за это платят. Не верьте, это неправда. За твое участие в показе тебе никто не платит. Это не то, что какой-то элемент статусности, нет. Ты просто идешь на показ, и ты просто выбираешь либо идти на него, либо нет. Никто тебе за это не платит. Платят, ну, не знаю, может, каким-нибудь звездам вроде Ким Кардашьян, каким-нибудь блогерам, миллионникам, начиная, я думаю, наверное, от 5 миллионов, где-то, наверное, не меньше подписчиков. В любом случае блогерам не платят, поэтому если кто-то рассказывает, что за это платят, нифига. Другой вопрос, что, в принципе, экономически такая поездка на неделю моды для блогера может быть целесообразна, вот как в моем случае, потому что я хожу на показы брендов, и потом в процессе нашей коммуникации бывали показы, где меня пускали за кулисы, я знакомилась с дизайнерами напрямую, и я там производила на них, например, какое-то впечатление, что в итоге мы заключали очень даже интересные контракты, коммерческие, которые, ну, не просто покрывали всю эту поездку, но они вот с таким большим запасом делали мне такую материальную подушку, и это очень классно, потому что не все должно работать ради денег. На первую неделю моды я вообще просто поехала, просто радовалась и не думала о том, что это может принести какие-то деньги, ну, потому что это просто была моя мечта, поэтому я думаю, так всегда в жизни, если ты делаешь что-то изначально, потому что тебе это нравится, потому что испытываешь к этому страсть, то, как правило, к этому материальное всегда прикладывается. Ну, во всяком случае, у меня такое мнение, что если ты делаешь что-то в радость, то, скорее всего, в дальнейшем это принесет материальную выгоду. Жилье, кстати, я тоже бронирую сама, бронировала там на Airbnb. В этот раз я забронировала в центре, потому что в прошлый раз на Uber я потратила так много денег, что могла снять какую-нибудь очень дорогую гостиницу в центре города. В этот раз я эту ошибку не повторяла, и мы жили прям рядом с площадью дома. Было очень неудобно. И, соответственно, у меня была квартира, в которой спокойно могло разместиться 4 человека, поэтому я позвала свою подружку, и она мне помогала на показах, как я уже говорила, и, соответственно, жила в свободной комнате, так что это тоже очень классно, и если блогер снимает жилье, в котором может поместиться больше, чем один человек, то я, опять же, говорю, от ассистента блогер не откажется. Еще один популярный вопрос, который я получала в директ, заключался в том, что, ну вот, я, например, нахожусь в Милане во время недели моды, у меня нет никаких приглашений, нет никаких подвязок, как мне узнать место, где проходят показы, потому что там фотографируют на стрит-стайл. Это факт, на стрит-стайл фотографируют, и на самом деле найти эти адреса не так сложно, и я до сих пор удивляюсь, почему некоторые фотографы спрашивают, а ты не знаешь, где там будет какой-нибудь там
показ там бренда Fendi, например. Потому что все это, в принципе, зачастую есть в открытом доступе, но не на всех неделях моды. Я знаю, что Париж в этом вопросе построже. В Париже ты так в открытом доступе не всегда найдешь показы, где они будут проходить, и, соответственно, стрит-стайл. Доступ к этой информации имеют аккредитованные фотографы, то есть фотографы, получившие официальную аккредитацию у организации, которая проводит неделю моды. И все равно на этих всех стрит-стайлах очень много фотографов, которые не аккредитованы. Ну, просто там какое-то сарафанное радио, один аккредитованный может рассказывать по дружбе другим, и так все это передается, соответственно, толпа людей образуется. Другой вопрос, что может ли обычный человек сфотографироваться, ну, как обычный человек, мы все обычные люди, может просто ли человек, не имеющий отношения к фэшн-индустрии, сфотографироваться на стрит-стайл и попасть в какое-нибудь модное издание? Да. И здесь есть такой нюанс, что я, вот лично мое мнение, опять же, вы можете считать по-другому, очень многие блогеры считают как раз-таки иначе, говоря о том, что если ты не заходишь на показ, то ты чмо, недостойная сфотографироваться на стрит-стайл и недостойная попасть в журнал. Я, когда это услышала, точнее, мне это скинули, что кто-то так говорит, я даже, не знаете, не стала как-то сильно заострять на этом внимание, я там не обиделась, ничего подобного, потому что в эту неделю моды были такие стрит-стайлы, они проходили между, например, локациями, где у нас были приглашения, вот буквально рядом соседнее здание, и, например, был показ супер топового бренда, а мы рядом были на показе, ну, который чуть попроще, и, соответственно, мы попали на стрит-стайл супер люксового бренда, на который у нас не было приглашения, и мы засветились как бы не то что в светской хронике, но наши образы понравились фотографам, понравились редакторам модных журналов, во всяком случае в диджитале, и из-за этого называть таких людей, которые не зашли на шоу, какими-нибудь лохами, которые недостойны стрит-стайла, ну, давайте я не буду это обсуждать. Каждый остается при своем мнении. Я считаю, что, как правило, это говорят люди, которые, может быть, боятся какой-то конкуренции, боятся того, что там вот у них есть заход на показ, их не сфотографируют, а сфотографируют людей, которые не имеют доступа на показ, но при этом у них лук поинтереснее. Опять же, напишите свое мнение в комментариях, потому что я лично считаю, что здесь неправильная философия. Философия стрит-стайла не в том, чтобы обязательно фотографировали людей, которые заходят на показ. Это просто точка концентрации. Любой классный показ, вообще, в принципе, показ, это концентрация людей модных, стильных, и не обязательно всем заходить там на тот же Шанель. Просто если рядом это такое мероприятие, как показ Шанель, оно магнитом притягивает модников, и очень много классных стрит-стайлов я видела среди людей, которые не заходили на шоу. Это способ самовыражения, и это не способ, ну, для многих это ярмарка тщеславия, да, будем честны, и кто-то там именно упивается тем, что вот он зашел на люкс-шоу, а кто не зашел, тот плебей. Это, ну, просто, наверное, противно. Например, я захожу на шоу, человек не заходит на шоу и просто делает фотографии для стрит-стайла, такое же тоже было. Я не считала, что этот человек там типа, фу, он как-то недостоин попасть в стрит-стайл. Нет, там бывали такие бомбовские луки у людей, которые не заходят на показ, потому что, ну, если ты заходишь на показ, ты, как правило, должен быть в одежде бренда. Зачастую, если ты сидишь в первом ряду, и не всегда эта одежда, ну, то, что бы ты хотела на себе, наверное, видеть, потому что, ну, не всегда тебе близок полностью дух бренда, и ребята делали такие крутые стрит-стайлы даже перед теми шоу, на которые они не заходили. Я смотрела, и у меня просто челюсть отваливалась, и они действительно потом были во всяких модных изданиях вроде Vogue, и ничего в этом такого не было. Они просто были без подписи. Vogue просто не знал, кто это, но это не помешало Vogue выложить их у себя на сайте. Так что не слушайте тех людей, которые говорят, что вы чего-то не можете, вы можете все. Даже если вы случайно окажетесь на неделе моды в Милане, в Париже, в Нью-Йорке, вы вполне можете врываться на стрит-стайл, делать классные образы, и я уверена, что вас заметят, потому что у меня реально есть такая знакомая, которая стала популярна после того, как она делала стрит-стайлы. Она не ходила на шоу, она знала все локации, и она делала такие крутые стрит-стайлы, что ее заметили фотографы, затем ее фотографии тиражировались, на нее начали подписываться люди в Инстаграм, и теперь она топовый инфлюенсер. Правда, она не из России, но не суть. При этом человек со вкусом стиля, с видением моды, он всегда найдет свое место в фэшн-индустрии. Еще у меня были необычные вопросы, вроде того, как мы передвигаемся на неделе моды. Здесь ничего сложного, ты либо заказываешь такси, причем с такси в Милане все очень туго. То есть у нас ты можешь таксисту написать, позвонить, там это невозможно, все через оператора, и просто пишется, например, что такси приедет через 5 минут.
а правильно ли понял тебя таксист? Понимает ли он, где тебя искать? Ну, это невозможно практически понять, потому что там даже не номер автомобиля тебе приходит в смс-очке, а тебе приходит то, что у него на боковой двери. И, ну, было такое несколько раз, что мы такси просто профукивали, и, ну, конечно, мы опаздывали. В том году я ездила на Uber, у них в Милане есть только Uber Black, ну, то есть немножко как бы лакшери, и он, мягко говоря, не бюджетный. Я очень-очень много денег тогда потратила, но в этом году это тоже будет во влоге. Девочки открыли мне метро. Я не ездила на метро в Европе, чтобы вы понимали, никогда. Я ездила на метро в Москве, ездила, по-моему, 2 раза в Питере. Ну, то есть я считала, что, ну, это не так, чтобы удобно, что, наверное, удобнее на такси, если есть возможность. Нет. Метро — это просто бомба. Ты реально очень быстро доезжаешь от точки А на точку Б, и я просто познала все эти прелести, правда, со второй части недели моды, поэтому большую часть мы все-таки передвигались на такси, куда-то мы даже ходили пешком, потому что это прям рядом с нами было. Ну и, конечно, я открыла для себя метро, это очень удобно, особенно в городах, где постоянные пробки. В Милане в неделю моды, ну вот просто город стоит. Я думаю, что если бы у меня был скутер, либо мопед, если бы я не боялась водить подобного рода транспортные средства, то это было бы идеальный способ передвижения, но вот поэтому чаще мы ездили на такси и потом открыли для себя метро. Также у меня был вопрос, что мы ели. Это немножко странно, мне кажется, это всех всегда интересует. Я что-то выставляла в сторис. Во время недели моды у тебя не так много времени поесть. Завтрак у нас тоже не всегда был, потому что, ну, как бы нет времени, ты должен собираться, бежать там на первый показ, мы не всегда успевали попить даже кофе, и самый, наверное, продуктивный прием пищи, то есть об обеде речи вообще не шло, то есть приема пищи максимум может быть 2, завтрак и ужин, и, конечно, ужин — это то, где... Играй гармонь, гуляй душа, мы кайфовали, мы были в Милане, поэтому паста, пицца, и как кто-то мне писал, как вы не поправляетесь? Ребят, когда ты целый день ничего не ешь, когда ты целый день бегаешь на каблуках, потому что мне приходилось реально зачастую бегать на каблуках, правда, они были довольно удобные, и я просто не потреблю столько калорий, сколько я потратила, соответственно, за неделю моды, даже учитывая, что я каждый день ем пиццу, пасту, всякие десерты, я все равно не толстею, и я думаю, что это такая история жизненная для всех людей, которые принимают участие в неделе моды. Так, у меня есть еще вопрос, реально ли выдержать 4 недели моды подряд? Я не знаю, как люди это делают. Мне кажется, я бы чокнулась, я выдерживаю только 1. В следующем сезоне, может быть, осилю 2, может 3. Я не знаю, на самом деле это очень тяжело. Я получала в директ сообщение, что вот, миллионы людей мечтают попасть на неделю моды, что ты там жалуешься, что там в этом тяжелого, ходи и получай удовольствие. Ну, знаете, кто как относится. Если бы я относилась к этому все время как на лайте, как к какому-то фану, я бы не получала приглашения на показы, я бы по ним, наверное, не ходила, потому что это все равно в какой-то степени работа, а работа, она априори не может быть там спустя рукава и на лайте, то есть ты должен придумывать луки, ты должен перемещаться из точки А в точке Б. Я очень жалею, что все показы, знаете, не проходят в таком большом каком-нибудь павильоне, и ты ходишь так с одного показа на другой, просто с разных концов города приходится постоянно ездить. Это дорого, это утомительно, тебе приходится постоянно переодеваться. Переодеваешься, ты же понимаете, что не в супер условиях, как правило, либо в такси. У меня там смена луков происходила даже на первом сидении, потому что заднее сиденье было занято девчонками, я ехала на первом, я меняла луки, там, например, просто один жакет на другой прямо на первом сиденье, и зачастую это также происходит даже в каких-то магазинах масс-маркета ты заходишь в примерочную, переодеваешься, либо даже в туалете. Да, такое тоже бывает, в туалете тоже приходилось переодеваться. И это все, конечно, недосып, это стресс, но это не работа на шахте, я не разгружаю вагоны, я об этом всегда говорю, в том числе о блогерстве. Это сложно, нельзя говорить, что это легко. Если ты делаешь что-то хорошо, это не может быть априори быть легко. Но это классно. То есть я, да, очень сильно устаю, но тот заряд энергии, который я получаю, которым я питаюсь еще несколько месяцев потом, он того стоит, он стоит этих часов недосыпа, особенно для такого суслика, любителя поспать, как я. Но, да, правда, того стоит. Следующий вопрос как раз-таки, стоит ли этого и зачем это нужно, я уже вначале ответила, потому что в дальнейшем это может привести к классным контрактам. У кого-то мотивация просто походить по показам, пожить в этом мире. У меня вот как раз-таки мотивация из-за того, что я работаю с некоторыми брендами, на показы и презентации которых я ходила, с которыми у меня в дальнейшем и, в принципе, есть контракты. Это очень важно с профессиональной точки зрения, ну и просто, в принципе, интересно.
что уж греха таить, мне нравится такой немножко суетливый образ жизни, но только иногда, не чаще, чем 2 раза в год. И вопрос, поеду ли я еще, в качестве кого? Да, несомненно, я думаю, что я поеду, потому что вот 2-ю неделю моды тоже думаю, может не ехать. Вот у меня всегда так перед поездками включается режим сомнений. Конечно, я думаю, что на следующей неделе моды я тоже поеду, об этом тоже расскажу во влоге. В качестве кого, не знаю. В качестве, наверное, все-таки блогера, инфлюенсера, не знаю, как это все-таки корректнее назвать. Мне просто кажется, что это уже какая-то часть моей жизни, и я уже, не знаю, даже не то, что считаю дни до следующей недели моды, нет, мне просто нравится эта суета, эта атмосфера. Проходит полгода, и как будто бы я не уезжала из Милана, как будто бы все те же люди, и все тебе рады. В принципе, это сфера, где ты пересекаешься, как правило, с одними и теми же людьми, как я уже говорила. Ну, это какой-то праздник, конечно, я хочу, если у меня получится, обязательно поеду на следующую неделю моды, буду осваивать новые, хотя это очень страшно, вы не представляете, как я волновалась, когда ехала на 1-ю неделю моды, просто дикий стресс и суета. И в качестве кого, опять же, блогера я сказала, в качестве модели, часто задают этот вопрос, я могу снять отдельное видео, я, наверное, не поеду, но все-таки не 100%, потому что сейчас есть такой вариант, что может быть, но не факт. Поверьте, есть такой нюанс, почему мне удобнее ездить как блогер, чем модель, потому что модельная работа — это не тот сахарок, как вы себе представляете. Реально, многие думают, что жизнь модели — это так, чисто страйк и поуз, и ты такая... Все, я такая красивая, прошлась по подиуму. Нет, это утомительно. Реально, мне кажется, блогером будет даже менее утомительно, чем моделью. И я думаю, практически любая модель вам это подтвердит. И вот тут 2 варианта, кем я поеду. Либо по совместительству, либо один из них. Я надеюсь, что ответила на большинство ваших вопросов. Простите, что теребила все время волосы. Они сегодня какие-то у меня пушистенькие, не знаю. И простите, что снимала на телефон, а не на камеру. Я ей не доверяю. После вчерашнего видео, когда она заглючила у меня. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, пишите мне в директ в Инстаграме, обязательно там на меня подписывайтесь, у меня будет много-много чего классного, и там, в принципе, все анонсы, все в прямом эфире, там есть всякие сторис, посты, да, я выставляю регулярненько, там мои образы. Ну, а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике, пока! Мне кажется, у нас у всех есть какой-то лимит слов, потому что после таких длинных болтологических видео я молчу, кажется, сутки. Я просто не могу разговаривать, у меня заканчиваются слова. Напишите в комментариях, у вас тоже такое бывает, что ты так много наговорился, что хочется просто молчать. Даже такой болтливый человек, как я, хочет просто помолчать. Представьте себе, да?